День 1710. Алекс на связи. Я за время создания умного дома очень много чего автоматизировал, но на самом деле еще много чего есть поделать. Конечно, некоторые покупают очень много разных устройств, их пытаются там устанавливать, настраивать, но эти устройства, они тоже стоят приличных денег. Ну и самое главное, что и большого смысла иногда в этих устройствах нет, и в автоматизации, которые они могут дать. У кого-то там в каждом углу светодиодная лента установлена, под каждой тумбочкой, там на каждом потолке, или разные датчики стоят, там реагирующие на все подряд, или есть там умные кормушки, которые там кормят домашних животных, или там роботы-пылесосы, которые ездят, убирают. Конечно, очень много можно всего автоматизировать, и там все это, конечно, будет там улучшать умный дом, но некоторые автоматизации я еще просто не сделал по разным причинам. Например, мне очень давно хочется сделать автоматизацию штор, открывание, но на самом деле, во-первых, и устройства они не очень дешевые, ну и, конечно, надо будет их поставить там в каждую комнату, а если еще есть штора и, например, там тюль используется, то фактически надо там 2 двигателя купить и 2 карниза купить, что еще дороже становится. Конечно, раньше были такие механические шторы, которые можно было открывать, там, потянув за веревочку, то есть они там разъезжались в разные стороны, и там, тянешь в другую сторону, он, соответственно, там закрывается. Ну, нужно было, конечно, подойти к этим шторам, еще обычно этот механизм в углу находится, и нужно, чтобы угол был свободный, то есть это не всегда было возможно сделать, но, конечно, у меня такие были, и, в принципе, довольно много пользовались. То есть это было, в принципе, удобно и полезно. И поэтому тоже хочется сделать автоматические шторы такие же. В целом получается, что сам механизм, он там очень сложный и непонятно, надо ли именно эти шторы там в автоматическом режиме или нет. Например, там, если по таймеру поставить, чтобы они каждое утро открывались, то, наверное, не всегда это нужно. И, во-первых, там, может быть, это выходной день, тогда в выходной день, видимо, надо, чтобы они не открывались, или открывались, когда совсем светло стало. Или там по датчику движения определять, что люди встали, и, соответственно, тоже открывать. Но нужно понимать, что там разные комнаты, нужно определять движение в разных комнатах. А еще там ставят какой-нибудь датчик под матрас, там датчик давления, и тогда тоже можно, если там человек лег на кровать, то там шторы закрылись, встал, шторы открылись, но может быть с какой-то задержкой. Но в целом эти сценарии, они полезны, даже, наверное, более полезно, конечно, удаленное управление, то есть чтобы можно было с кнопки открыть или закрыть. Но есть еще случаи, когда в целом управление шторами, оно тоже там, дает пользу. Например, у меня очень жарко становится утром, если, например, никого дома нет, а шторы забыли закрыть, то лучше бы, конечно, чтобы автоматически они могли закрыться при этом, и солнце там не попадало там на разные приборы внутри квартиры. Это тоже очень полезно было бы. Ну, или даже если там я увидел, например, что там через камеру, что я забыл закрыть шторы, я хотя бы удаленно мог так сделать и закрыть их. Но это такой действительно полезный сценарий, который можно применять. Но какие-то другие способы, они мне не кажутся очень там практичными. И поэтому пока я до этой автоматизации не могу никак дойти. Ну и сам монтаж таких умных карнизов, он тоже будет не очень простым. У меня, во-первых, там шторы определенной длины, и если там монтировать не на потолок, а на стену, то, во-первых, там нужно тогда и там крепления предусмотреть более надежные.
И, соответственно, там и еще и шторы поменять. А если на потолок, то вроде как бы не хотелось там в потолок сверлить. Ну, то есть это нужно будет еще и со шторами тоже там заморочиться, все переделывать. То есть это тоже там слегка ограничит, потому что это тоже дополнительные деньги, которые не факт, что там будут востребованы. Ну и сами шторы, они должны там быть свободные, то есть их не должно там что-то мешать им закрываться, иначе эффекта не будет. И надо будет еще посмотреть, там, что с радиаторами отопления, чтобы они не мешались. У меня они очень сильно мешаются для штор. И из-за этого там автоматически я не думаю, что он будет нормально закрываться. Но в некоторых комнатах есть такая возможность поставить такое открывание. Например, тоже делать, что там, если, например, там, решил выйти на балкон, то, например, при там, подходу к балкону там может штора автоматически открываться, и тогда дверь можно будет открыть без проблем. У меня так в комнате сделано, что нужно там штору отодвигать. И еще тоже получается, что иногда ее забывают обратно задвинуть, и там свет попадает, допустим, там солнце на телевизор, что не очень хорошо. Но в целом такую автоматизацию, наверное, тоже можно как-то предусмотреть. Есть еще варианты таких устройств для открытия и закрытия штор. Это либо на гардину, которая с кольцами, там шторы подвешены, ну и также на обычные тоже там с петлями ставятся, там разные конструкции есть от Xiaomi такие, но они довольно громоздкие, там работают от батареек, и там их нужно тоже там, с какой-то периодичностью менять. Ну и в принципе их тоже надо будет достаточно много. То есть там если закрывать с двух сторон, нужно будет два таких устройства. То есть там по сути двигатель, который там роликом отталкивается от гардины и, соответственно, там по ней ездит. То есть, соответственно, нужно будет там, если еще и тюль, то еще два таких же двигателя. То есть это уже слишком много. Но, в принципе, если и там умные карнизы покупать, то тоже они там бывают и Wi-Fi, и Zigbee. Но в любом случае нужно будет там, подводить еще и питание, а около окна ну, не всегда там предусмотрено возможность там, ну, там установка какой-то розетки. И, соответственно, там провод может быть еще и не очень там, красиво в итоге выглядит. То есть тут нужно будет еще и предусмотреть этот момент. Но, в принципе, там, скорее всего, шторой все равно прикрыта стена, и, наверное, там можно просто вертикально провод спустить и там уже воткнуть в какую-то ближайшую розетку. И еще очень давно тоже думаю, связано с окнами тему, это открытие окон автоматическое. То есть у меня там нету там, системы кондиционирования, но и в целом всегда хочется там проветрить, чтобы в квартире, особенно это, если лето, конечно, то там открытие окна, это все-таки сейчас я делаю вручную. Хотелось бы поставить привод. Такие приводы продаются в интернете, не очень дорого стоят. И, скорее всего, я там подумываю это в ближайшее время купить. Хотя бы там один такой привод на одно окно. То есть он может и открывать в сторону там створку окна, может откидывать. То есть в зависимости от того, как его установить, в таком режиме он в основном будет работать. Но тоже есть, конечно, с этим сложности. Во-первых, тоже нужно там подвести питание. Здесь уже сложнее, потому что он находится именно на подвижной части окна. То есть, и, соответственно, нужно будет предусмотреть, как по самому окну провести. Есть разные способы, там рекомендуют, как это сделать. Но все равно это будет довольно там, хорошо видно, особенно там зависит еще от конструкции окна. Ну и само окно, он там не будет возможность, например, там закрыть, то есть там обычно совмещена с ручкой, она заменяется на этом окне этим механизмом, и в итоге
тогда не получится уже закрыть с помощью какой-то ручки определенной. Но, в принципе, этот механизм, он довольно там неплохо сделан. Там последние версии идут уже с металлическими там частями и довольно плотно прижимает, и даже там по отзывам нормально там и зимой особо не дует. То есть это можно использовать. Ну и даже если там попытается, например, если какой-то низкий этаж открыться снаружи, то, конечно, не получится. Там механизм, он вполне надежный. Но и еще есть там функция защиты от защемления. То есть если что-то попадет, то окно не закроется и также и не откроется. Ну и еще там, в принципе, можно и кнопочкой там открывать-закрывать, но при необходимости там тягу можно снять, и тогда получится окно открыть полностью. Мне такой двигатель вполне там подошел бы, потому что у меня тоже, в принципе, как и со шторами, становится довольно жарко, и хотелось бы, там, чтобы, когда солнце начинает нагревать, это окно открывалось автоматически, и там воздух с улицы там заходил прохладный, а теплый выходил. И тогда в целом в комнате будет вполне комфортно. И такая же проблема у меня там и на балконе. Он, по сути, там не имеет каких-то штор или там каких-то жалюзи, и, соответственно, тоже там очень сильно нагревается. Тоже хотелось бы, чтобы когда становится жарко, автоматически открывалось и проветривалось, чтобы там, в принципе, более-менее комфортно было. Ну, конечно, тут нужно учитывать еще и там погоду на улице, то есть, если это зима, то, наверное, не стоит так открывать. Если это там действительно там уже жарко и на улице не идет дождь, и светит действительно солнце, то есть яркость еще высокая, то только в этом случае открывать принудительно. А в остальных случаях там уже смотреть по другим параметрам. Например, если там CO2 высокий в комнате, то, наверное, тоже имеет смысл проветрить, если нет какого-то отдельного устройства для проветривания в комнате.